Если вы устали от затоптанных туристических маршрутов, бесконечных очередей и фото на фоне одних и тех же достопримечательностей, у меня для вас есть альтернатива. Город, который редко попадает в топ-10, но точно попадет в ваше сердце. Место, где шум толп заменен уютными террасами, а вместо банальных сувениров – теплое, бельгийское гостеприимство. Добро пожаловать в Льеж, город, который вызовет точно эмоции, которые запоминаются надолго. И еще именно здесь я сделала одну вещь, о которой точно не пожалею. Смотрите дальше, все расскажу. И, скорее всего, первое, куда вы попадете, это железнодорожный вокзал Льеж. Станция Гейман – это не просто точка прибытия, это архитектурный шедевр, в котором кажется, что поездов даже не нужно уже. Ты просто не стоишь, а летишь куда-то. Белоснежные арки, стеклянная крыша, под которой играет свет. Здесь чувствуешь себя героем футуристического фильма. И вместо обычного вокзального шума – тишина и пространство. Этот вокзал как ворота в Льеж. Он не кричит: «Смотри, какой я красивый». Он говорит: «Ты приехал сюда, где будут сюрпризы». Льеж – это Бельгия без глянца. Это город студентов, художников и простых семей. В этом видео я покажу вам его таким, каким увидела его я. Это не столица, не открытка, но город, в который хочется вернуться. Здесь не идеальные фасады, а настоящая жизнь, и старинные улочки не замаскированы под туристическую витрину. Здесь пахнет вафлями и домом. Однако этому городу все же есть что показать и чем удивить мимолетных туристов.
Ну а если вдруг вы решите прогуляться по улочкам Льежа с чемоданом, будьте готовы попрощаться с его колесиками. Брусчатка тут такая, что даже чемодан начнет мечтать о кроссовках. И хочется сказать спасибо, Льеж, за контрасты, за уют и непредсказуемость, за европейское спокойствие и не всегда идеальную чистоту, за улицы, на которых всегда есть с кем поговорить, будь то полиция или местные персонажи. Ну что, ребята, мы добрались до той самой лестницы в небеса. И сейчас с моим мужем попробуем осилить ее. Ставки какие? Думаю, мы это сделаем. Лестница Монтальн де Бюрен. 374 ступеньки, которые проверят не только вашу выносливость, но и чувство юмора. Она была построена в 19 веке, чтобы солдаты могли быстрее попасть в казармы. А теперь под ней поднимаются туристы, которым никто не платит ни зарплату, ни надбавку за сложность. Люди тут живут и проходят эту дорогу каждый день. Фух. Это оказалось намного проще. Но я не сдаюсь. Так что если ищете, где прокачать ноги и снять крутые кадры, вы по адресу. Главное, не забудьте воду, удобные кроссовки и хорошее настроение. Оно понадобится ступени на 200-й. Это было непросто. Но мы это сделали. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich schaffe es nicht ganz, aber meine Frau hat mich nach oben getrieben. Спасибо. Smile and go. А потом нас ждал сюрприз. Еще пару ступенек до самой цитадели. Очень приятный сюрприз. Переведя дыхание, мы оказались в совершенно другой атмосфере. Прохладной, зеленой и просторной. А спуск обратно, можно сказать, даже принес удовольствие. После таких приключений мы, конечно, проголодались и зашли в местную лавку, из которой выйти с пустыми руками уже не смогли. Ils ont malgré toi, mais tu aussi. И затем мы отправились к площади Сен-Ламбер в центре города.
А в самом ее сердце скрывается настоящий архитектурный клад – дворец князя-епископов. Снаружи он строгий, величественный, как будто слегка хмурый. Но стоит только зайти внутрь, и вы переноситесь в другую эпоху, полную величия, готических арок и настоящей истории. И знаете, что самое неожиданное? Мы вообще туда не планировали. Просто гуляли по центру, как вдруг сюрприз – бесплатная экскурсия. И да, мы, конечно же, согласились. Как не согласиться, если судьба сама открывает двери? В настоящее время это здание используется в административных целях. Здесь находятся управление краем и все судебные службы. Честно, мне нравится здесь. А тебе? Да. Alors le gouverneur assiste aux réunions. Il y a ici un siège d'honneur. Et puis tout en même temps. À côté, pour terminer, Все эти залы с резными потолками, старинные детали, королевская тишина и ощущение, будто ты гость с привилегиями. Нам действительно очень понравилось. И не только из-за бесплатного входа. Хотя это тоже было приятно.
Прогуливаясь по улочкам Льежа, мы ожидали строгого бельгийского порядка, а попали в город с характером, немного дерзкий, немного суматошный, но с душой. Здесь улицы как калейдоскоп, старинные дома с балконами и современные фасады, уютные булочные и граффити на стенах. Льеж не боится быть разным, в этом его сила. Он настоящий. Здесь чувствуется, что город живет своей жизнью, не подстраивается под туристов, но с радостью принимает каждого, кто захочет его узнать. Прогуливаясь по улочкам, можно случайно свернуть не туда и попасть прямиком к церкви Святого Павла. С виду типическая готическая церковь. Витражи, башни, тишина. Но внутри скрывается то, чего ты точно не ожидаешь от католического храма. Если вы ищете место, где готика встречается с философией, обязательно загляните в эту церковь. Сейчас мы находимся с вами в церкви, я вам покажу мраморную скульптуру Люцифера. Да-да, это тот самый павший ангел, отождествляемый с дьяволом. Считается, что он восстал против Бога и был за это изгнан с небес. Это одна из самых необычных и провокационных скульптур, которую можно найти в бельгийских храмах. Автор Гийом Гефс, возможно, показал Люцифера слишком человечным. Настолько, что у статуи теперь даже есть свои собственные поклонники и селфи-фанаты. Поражает картина 1651 года. Ну и совершенно случайно мы попали в сокровищницу Льежского собора. Музей занимает 3 этажа и 8 залов. Большинство экспонатов взято из Старого собора. Дальше мы поехали до моста Понт-де-Франже. Его построили еще в начале 20 века. Но, честно говоря, он выглядит так, будто собирается на прием к королеве. Чем-то даже напоминает мост Александра III в Париже. Такой же изящный, декоративный, с налетом старины и шиком. Только людей поменьше. А шарма нет. Мост расположился как раз в месте, где 2 реки, Маас и Утр, решили объединиться. Ну,
прямо как мы с вами на этом канале. Встречаемся, смешиваемся, и получается что-то очень красивое. На мосту такой вид, что открывается, что захотелось достать багет, сыр и притвориться, что мы на юге Франции. Но нет, это Льеж, город, который умеет удивлять. Под мостом останавливается кораблик, на котором можно совершить речной круиз. Вот расписание этого кораблика, можете познакомиться. Прямо у моста еще одна церковь. На первый взгляд простая, как бельгийская бабушка, которая вышла за хлебом. Но не дайте себя обмануть. Перед вами одна из старейших церквей в Бельгии. Стиль совсем не пафосный, в отличие от предыдущей церкви, но в этом и есть прелесть. Не блестит, зато дышит историей. Стоило нам пройти еще пару шагов, и мы словно попали в другое измерение. Парк ожил. Казалось, что весь Льеж собрался здесь на воскресный праздник жизни. Гриль дымился, пиво лилось рекой, кто-то танцевал под уличную музыку, а кто-то просто сидел на траве и улыбался солнцу. Атмосфера, как на большом семейном пикнике, где никто никого не знает, но все будто свои. И в этот момент нам стало точно ясно – Льеж умеет отдыхать. Парк, кстати, оказался большим и достаточно приятным, красивым. Вот сижу с кофеечком, смотрю по сторонам и понимаю, Льеж – это не город вау, это город… Он не кричит о себе, он просто подмигивает тем, кто умеет смотреть глубже. И если вдруг вы придете сюда и не найдете ничего особенного, то просто посмотрите по сторонам, но уже без Google Maps. И если это не поможет, закажите круассан, настоящий бельгийский круассан. Сядьте на скамейку и спросите себя, а зачем мне толпа, если можно просто в тишине и с вкусняшками. До встречи в следующем городе, где мы снова будем искать не туристические места, а настоящие, ну или хотя бы вкусные.